Глава 796. Область падения демонов. Государство Дунъюй Небесного Южного региона является одной из немногих стран, которые не принадлежат ни к одной из 4 сверхдержав континента. Это было не потому, что страна была слишком маленькой или у нее не хватало ресурсов. Наоборот, размер страны и богатство ресурсов для культивации поместили ее в первую десятку стран на Небесного Южного региона. Причина, по которой государство Дунъюй не входило в состав ни из одной из 4 сверхдержав, заключалась в ее расположении. Помимо Союза 9 наций, который был слишком далеко, страна граничила с 3 другими сверхдержавами. Секты культиваторов в этой стране, их история и принадлежность также были различными. Были секты как праведного, так и дьявольского Даа, а также несколько маленьких свободных сект. Но наиболее важными были местные секты, которые было невозможно подавить какой-либо другой силой. Они стали решающим фактором, который препятствовал тому, чтобы государство Дунъюй попало под влияние других сверхдержав. Ни одна из 3 соседних сверхдержав не желала отказаться от контроля над страной, и они постоянно проводили свои собственные маневры, как скрытые, так и открытые, но безрезультатно. В конце концов, 3 сверхдержавы заключили соглашение о невмешательстве в дела страны, поэтому государство Дунъюй стало нейтральной территорией. Конечно, различные местные секты страны втайне получали поддержку от 3 сверхдержав, насильственно поддерживая баланс сил. В результате в этой нейтральной стране собрались различные культиваторы, что привело к ее процветанию в течение некоторого времени. В северной провинции Чан в государство Дунъюй располагалась низина, которая занимала 2/3 ее земель. Большая часть низины была покрыта густым лесом, и в ее центре находился непрерывный горный хребет, охватывающий десятки тысяч километров, известный местным жителям как горный хребет 1000 вершин. На самом деле никто не знал, из какого количества вершин состоит этот горный хребет, однако на нем обитало множество демонических зверей и редких духовных лекарственных растений. Однако ни один культиватор не осмеливается безрассудно входить в нее. Горный хребет 1000 вершин был известен под гораздо более зловещим названием в мире культиваторов Небесного Южного региона — область падения демонов. Где-то в глубине этого горного массива скрывался самый опасный район Небесного Южного региона — долина падения демонов. С момента появления долины падения демонов бесчисленное количество могущественных культиваторов отправлялись в нее в поисках сокровищ, но завеса тайны и смерти, которая окружала ее на протяжении многих лет, не позволяла никому подойти слишком близко. Конечно, одна только ее внушающая страх репутация не мешала культиваторам добывать ресурсы в этих горах. Время от времени горы накрывал ядовитый туман и оставался там на долгие годы. Возможно, это было из-за влияния долины падения демонов. И ядовитый туман был не только невероятно токсичным, но и таким густым, что годы оставались в полной темноте. Внутри невозможно было определить направление. Даже если бы можно было преодолеть ядовитый туман, невозможно было поймать демонических зверей или собрать какие-нибудь духовные лекарственные травы. Все, что можно было сделать, это с завистью смотреть на горы или идти в те немногие районы, где туман был наиболее тонким. Но каждые 50 лет или около того ядовитый туман вокруг горы исчезал, и пространственные щели, окружающие долину падения демонов, становились более устойчивыми. В этот период времени охотники за сокровищами со всего Небесного Южного региона собирались в этом районе для поисков сокровищ. Из-за такого огромного количества горных хребтов только небольшой части культиваторов удавалось заполучить сокровища, несмотря на большое количество демонических зверей и духовных лекарственных растений. Несмотря на это, каждое открытие собиралось тысячи культиваторов. Кроме того, рядом с горным хребтом было несколько ярмарок, которых поддерживали различные кланы сверхдержав. Они открывали несколько временных торговых городов в этом районе, процветая благодаря духовных растениям и демоническим зверям, приобретенным в горах. В последнее время ядовитый туман вокруг области падения демонов уже начал истончаться и местами стал исчезать. Оставалось еще несколько месяцев до того, как ядовитый туман рассеется, но поблизости уже было в несколько раз больше культиваторов, чем во время предыдущего открытия. Кроме того, среди них появилось большое количество высокоранговых культиваторов, появление которых очень удивило местные секты и кланы культиваторов. Местные власти поспешно запретили своим ученикам выходить на улицу и послали людей расследовать причину этого. В результате они были ошеломлены тем, что нашли. На вершине какого-то безымянного холма на границе провинции Чан стояла бок о бок пара мужчины и женщины. Мужчина был одет в темно-синюю одежду, и на вид он выглядел лет на 30 лет с внешностью ученого. На женщине была роскошная одежда. У нее была красивая фигура, а лицо было совершенно обычным. Пара выглядела спокойными, но их мерцающие глаза выдавали след беспокойства, обнажая их истинные эмоции. Через мгновение серебряный свет замерцал вдалеке, после чего в их сторону появилась полоска серебряного света. Пара пришла в восторг при виде нее. Полоска серебряного света приблизилась к маленькой горе, сделала круг вокруг нее, а затем опустилась. Это был ученый в расшитой мантии. На вид ему было лет 40.
Женщина при виде ученого улыбнулась и сказала: «Старший брат, ты наконец прибыл. Как все прошло? Тебе удалось получить командный медальон для входа в долину. Хех». Мне удалось приобрести его как раз вовремя. Ученый улыбнулся и поднял руку, метнув к ним 2 полосы лазурного света. Мужчина и женщина вытянули руки, поймав 2 бронзовых командных медальона. На обоих было выгравировано «Долина падения демонов» красным цветом с одной стороны и золотым с другой. Талисман испускал мощную духовную ци. Женщина вскрикнула от волнения, но мужчина нахмурился и задумался. Она взволнованно сказала: «Как здорово! С медальоном долины падения демонов мы сможем войти в долину в поисках сокровищ. Если нам удастся найти даже несколько древних духовных растений, мы получить возможность сконденсировать зарождающуюся душу». Стоя рядом с женщиной, мужчина в синей одежде вздохнул и сказал: «Этот медальон стоит более 30 тысяч духовных камней. Они на самом деле осмеливаются продать его по такой цене?» 3 командных медальона стоили им более 100 тысяч духовных камней. Чтобы получить их, им потребовалось потратить все богатства, которые они собрали в течение нескольких сотен лет. Он чувствовал боль, думая об этом. Ученый беспомощно проговорил: «Второй брат, не расстраивайся из-за этого. Если бы не наши дружественные связи с ними и нехватка рабочей силы в их секте, у нас точно не было бы даже возможности приобрести у них эти медальоны. Возможность купить даже один командный медальон за 100 тысяч духовных камней — это то, за что многие будут сражаться». Кроме того, секта Духовного Призрака изначально планировала самостоятельно добывать сокровища долины падения демонов. Теперь, когда другие секты оказывают на них давление, у них нет другого выбора, кроме как позволить посторонним присоединиться к ним в экспедиции за сокровищами. В противном случае секта Духовного Призрака не согласилась бы позволить нам войти в долину, даже если бы мы дали им 100 тысяч духовных камней. Услышав это, ученому в синем было нечего ответить. Когда он посмотрел на командный медальон в руке, он с тревогой спросил: «Однако можем ли мы доверять этой технике секты Духовного Призрака, чтобы войти в долину? Я слышал, что во время открытия долины появляется множество пространственных щелей. Если мы не будем осторожны, от нас не останется и следа». Ходят слухи, что старейшина секты Духовного Призрака вернулся из долины живым. «Старший брат, ты веришь, что это правда?» Ученый быстро ответил: «Помимо того факта, что секта Духовного Призрака рассматривает весь мир культивации Небесного Южного региона как врага, не должно быть никаких вопросов по этому вопросу. Кроме того, говорится, что тот старейшина был на стадии зарождающейся души, так что все звучит разумно». Выслушав объяснение ученого, он нерешительно ответил: «Однако, даже если мы сможем войти в долину, это все равно чрезвычайно опасно». Может, покупка этих медальонов для входа в долину была ошибкой. Женщина фыркнула и небрежно сказала: «С нашими талантами мы уже достигли предела нашей культивации. В лучшем случае мы проживем еще 200 лет, так что мы должны воспользоваться этой возможностью. Кроме того, я слышала, что пространственные щели на внешних участках долины падения демонов гораздо менее опасны, чем на глубине. Если мы будем осторожны, опасности быть не должно». Ученый спокойно проговорил: «Я слышал, что секта Духовного Призрака выпустила несколько сотен командных медальонов для входа в долину падения демонов. Кроме того, большинство из них попало в руки различных сект. Говорят даже, что в нем участвуют несколько воинов-заклинателей Мауланий, и что секта Духовного Призрака собирается отправить несколько сотен культиваторов в долину. Внутри так много людей, чего нам бояться. Кроме того, мы можем просто уйти, если что-то пойдет не по плану. Но если мы упустим эту возможность, остаток наших жизней будем сожалеть об этом», — кивнула женщина рядом с ним, задумавшись об этом. «Раз старший брат говорит так, я готов последовать за ним в долину». Мужчина в синем горько улыбнулся и больше ничего не сказал. Во время этого разговора по всей провинции Чан происходило множество движений со стороны других культиваторов. Полгода назад начали распространяться слухи о том, что секта Духовного Призрака приобрела способ проникнуть в долину падения демонов и что они хотели скрыть эту информацию от других сект, чтобы монополизировать сокровища долины. Эти слухи вызвали массовый шум на всем континенте. Различные секты праведного Дао и секты небесного Дао, желающие восстановиться после войны с мауланями, не могли сидеть сложа руки, и каждая из них отправляла людей в секту Духовного Призрака. Секты дьявольского Дао также посылали людей, чтобы проверить эти слухи. Высший эшелон секты Духовного Призрака был взбешен этим, но, будучи подвергнутым такому пристальному вниманию и давлению, они были вынуждены сознаться в этом. В конце концов, их планы бы все равно раскрыли. В результате другие секты стали прямо просить, чтобы те поделились техникой входа в долину. Однако секта Духовного Призрака отказывалась так долго, как могла. В конце концов, им пришлось пойти на компромисс и выпустить несколько командных медальонов для других сект. Обладая медальонами, секты могли отправлять людей вместе с культиваторами секты Духовного Призрака в долину, когда пространственные щели откроются. И, естественно, каждый медальон стоил 1000 духовным камней.
Конечно, чтобы предотвратить возмущение бродячих культиваторов, они специально для них и мелких сект отложили более 100 медальонов. Время открытия долины падения демонов приближалось, и в провинции Чан стало невероятно оживленно. Окрестности вокруг горного хребта Тысячи вершин были переполнены культиваторами из других стран, которые надеялись войти в долину падения демонов в поисках сокровищ. Излишне упоминать, что все они были крайне осторожны. Глава 797. Возвращение Ханьли. Ближайшим к провинции Чан был город Березового листа. Он располагался всего в 1000 километров от горного хребта Тысячи вершин, поскольку большинство культиваторов предпочитали спать с уютом, а не на улице. Это отпугнуло маленькую секту, которая изначально была в этом городе, и заставило ее бежать обратно на гору секты. Хотя в городе собралось много культиваторов, проблем с гостиницами и поисками жилья у них не было. Одной из множества гостиниц была таверна удачи, хотя она и была довольно посредственной на фоне остальных. Однако и там остановились две группы культиваторов, каждая из которых расположилась в своем крыле постоялого двора. В одной из комнат сидели 3 человека за деревянным столом и что-то обсуждали. Все трое были молодыми красавицами-культиваторами. Это была фиолетовая духовная фея, Мэйнин, которую Ханьли последний раз видел в городе парящих небес, а третьей женщиной была женщина в белом по имени Сун. В этот момент фиолетовая духовная фея скрывала свою истинную внешность под видом ничем не примечательной женщины. Все трое что-то обсуждали с серьезным выражением на лице. Стены вокруг них светились белым светом, находясь под ограничительным заклинанием, в результате никто не мог подслушать их разговор. Фиолетовая духовная фея нахмурилась и встревоженно спросила: «Старшая сестра Сун, ты получала известие от брата Хань? Скоро ядовитый туман рассеется. Если брат Хань не появится к этому времени, мы упустим лучшее время, чтобы войти в долину падения демонов». Женщина-культиватор Сун улыбнулась и сказала: «Младшая сестра фиолетовая духовная фея, возможно, ты не знала, но, хотя старший боевой дядя Чен сказала, что старший боевой дядя Хань получил травмы в последней битве, мне удалось узнать, что на самом деле он отправился на Дальний Запад. Хотя я не знаю, зачем он туда отправился, но на это путешествие необходим как минимум год. Он никак не сможет ускорить свое возвращение. Кроме того, осталось еще несколько месяцев. Я оставила место, где можно связаться с нами в секте. Как только он вернется, он немедленно отыщет нас. Остается только надеяться, что он прибудет вовремя. Не стоит волноваться о том, что на Дальнем Западе есть культиваторы, которые бы смогли задержать боевого дядю Хань». Вспоминая о призрачной области, фиолетовая духовная фея невольно проговорила: «Трудно сказать». Хотя у господина Хань высокий уровень культивации, есть вещи, которым невозможно противостоять несмотря на него. Сказав это, в ее глазах мелькнул странный свет, а затем она продолжила: «Старшая сестра Сун, кажется, твое отношение к боевому дяде Хань изменилось. Кажется, теперь ты говоришь о нем с большим уважением». На лице фиолетовой духовной феи появилась таинственная улыбка. Женщина-культиватор Сун слегка покраснела, но тут же опомнилась. Если бы младшая сестра фиолетовая духовная фея тоже могла убить культиватора на пике средней стадии зарождающейся души, я бы тебя тоже зауважала. Старший боевой дядя Хань теперь может сравниться с 3 великими культиваторами небесного южного региона. Мне, как младшей, вполне естественно говорить о нем с таким уважением». Фиолетовая духовная фея хихикнула и сказала: «Конечно, вполне естественно. Его достижения стали для меня шоком. 10 лет назад он был таким же культиватором, как и мы, а теперь он обладает удивительными способностями, достойными нашего восхищения. В это трудно поверить. Если бы мы узнали об этом раньше, было бы лучше заставить его взять младшую сестру Мэй в наложницы. Это гарантировало бы младшей сестре Мэйнин стабильный путь культивации». Мэйнин покраснела, услышав это, но только фыркнула в ответ и больше ничего не сказала. След печали появился в ее глазах. Ханьли дал ей выбор, но отказала. Теперь, когда Ханьли стал влиятельной личностью, она уже не могла так легко снова заговорить об этом. Мэйнин чуть не стал наложницей военного дяди Хань. Я впервые слышу об этом. Немного помолчав, женщина-культиватор Сун улыбнулась и повернулась к фиолетовой духовной фее. Я всегда знала, что между младшей сестрой фиолетовой духовной феей и боевым дядей Хань особые отношения. В конце концов, ты обладаешь поистине неземной красотой. Трудно поверить, что есть мужчина, способный противостоять твоим чарам». Фиолетовая духовная фыркнула и сказала: «Если бы я знала, что господин Хань станет таким сильным культиватором, я бы сама посвятила себя ему. Если бы я стала его компаньоном, да, моя культивация прогрессировала бы быстрее, чем сейчас.
Говоря это, она скривила губы в таинственной улыбке, скрывая, шутила она или нет. Женщина-культиватор Сун не знала, плакать ей или смеяться при виде этого. Немного поколебавшись, фиолетовая духовная фея сказала: «Если брат Хань действительно согласится помочь нам, мы сможем беспрепятственно приобрести фрукт духовного роста, учитывая его мощные способности. Старшая сестра Сун, ты уверена, что не пойдешь в долину падения демонов?» Мэйнин тоже не хочет идти из-за внезапного наплыва культиваторов в долину. С ее уровнем культивации это будет слишком сложно. Немного подумав, женщина-культиватор Сун искренне ответила: «Я много думала об этом, но я отличаюсь от вас двоих. Хотя я только на ранней стадии формирования ядра, я вот-вот прорвусь на следующую стадию. Сокровища долины не стоят того, чтобы я рисковала за них своей жизнью. Я знаю свои пределы. Раз ты все решила, я больше не буду пытаться тебя уговорить. По правде говоря, если господин Хань не прибудет вовремя, я не пойду в долину одна. Здесь слишком много высокоранговых культиваторов, так что схватки за сокровища будут обычным делом. Если такой культиватор на ранней стадии формирования ядра, как я, войдет в долину в одиночку, я просто напрошусь на неприятности». Я еще не выжила из ума. Фиолетовая духовная фея горько улыбнулась и проговорила это удрученным тоном, удивив Мэйнин и женщину-культиватора Сун. Со странным выражением лица женщина-культиватор Сун пробормотала: «Я не ожидала, что план секты духовного призрака раскроют. Я думала, что младшая сестра Сун слила информацию и планировала воспользоваться хаосом». Фиолетовая духовная фея чуть было не разозлилась от такого заявления: воспользоваться хаосом. И каким же образом я могла бы это сделать? Чем меньше культиваторов войдет в долину, тем лучше. Только при таких обстоятельствах мы могли бы застать секту духовного призрака врасплох и забрать фрукт духовного роста. Внезапно за пределами комнаты послышался знакомый голос: «Вот как. Значит, это не госпожа Фиолетовая духовная фея распространила эту информацию. Кажется, это сделала кто-то другой». Боевой дядя Хань, брат Хань, фиолетовая духовная фея и женщина-культиватор Сун сразу же узнали голос и вскрикнули от приятного сюрприза. Фиолетовая духовная фея взмахнула рукой и ударила по двери заклинанием. По вспышке белого света дверь медленно открылась. Там стоял юноша лет 20 в изношенной одежде, держа руки за спиной. Он посмотрел на 3 женщин с легкой улыбкой на лице. Это был Ханли, вернувшийся с Дальнего Запада спустя 2 года. За спиной у него была желтая бамбуковая трубка длиной в фут, будто он забыл ее убрать в сумку для хранения. Если взглянуть на Ханли внимательнее, то выглядел несколько иначе. Его осанка и манеры, казалось, претерпели значительные изменения. Он выглядел еще более непоколебимым и собранным, так что это производило на людей непостижимое впечатление. Недолго думая, женщина-культиватор Сун встала и поклонилась ему: «Мое почтение, боевой дядя Хань, брат Хань, ты наконец прибыл. Я уже начала беспокоиться, что ты не успеешь вернуться вовремя». Фиолетовая духовная фея взволнованно встала с румянцем на лице. Было неизвестно, как давно приехал Ханли. Может быть, он услышал весь разговор. Вспомнив своим слова о том, что она посвятила бы себя ему, она не смогла сдержать смущение, несмотря на свою сообразительность и непринужденность. «Я ведь заключил с тобой соглашение, так что нет ничего удивительного в том, что я пришел вовремя». Ханли улыбнулся и пристально взглянул на ней, а затем спокойно вошел в комнату. Мэйнин закусила губу и поприветствовала Ханли. Он махнул рукой, а затем сел на свободное место за столом. Фиолетовая духовная фея быстро восстановила самообладание и села обратно. Женщина-культиватор Сун немного поколебалась и тоже села обратно. Оставив дело долины падения демонов на потом, фиолетовая духовная фея спросила: «Брат Хань, когда ты вернулся в небесный южный регион?» «Твое путешествие на Дальний Запад прошло гладко». Сказав это, она посмотрела его со странным взглядом. Ханли улыбнулся и сказал: «Были небольшие проблемы, но я легко справился с ними, хотя это и заняло немного времени. Иначе я бы вернулся полгода назад». Фиолетовая духовная фея и женщина-культиватор Сун невольно переглянулись между собой, их распирало от любопытства. Небольшая проблема для нынешнего Ханли в их глазах совершенно не могла быть маленькой. Но если сам Ханли не захочет говорить об этом, они не станут расспрашивать его. «Я слышал, что только госпожа Фиолетовая духовная фея желает войти в долину падения демонов». Ханли перевел взгляд на 2 других женщин и спокойно спросил: «Боевая племянница Сун, Мэйнин, вы хорошо подумали, поскольку боевой дядя уже знает это, ваша боевая племянница не будет этого скрывать от вас». Немного подумав и обсудив это с Мэйнин, мы решили, что для нас это путешествие слишком опасно. Я не хочу рисковать своей жизнью из-за 30 лет культивации.
Кроме того, Мэйнин недавно приобрела лекарственную таблетку, которая пойдет на пользу ее культивации. Поэтому она также не хочет подвергать себя опасности. Долина падения демонов — самое опасное место в Южном Небесном регионе. Поскольку фрукт духовного роста находится в глубине долины, риски еще больше. Глава 798. Монарх расщепления души. Услышав слова женщины-культиватора Сун, Хань Ли кивнул и не стал больше задавать вопросы по этому поводу. Хорошо, что боевая племянница Сун и госпожа Мэй не пойдут с нами. Сейчас в горах множество злых культиваторов. Я не уверен, что сам смогу вернуться живым из долины падения демонов. Госпожа духовная фея, ты все еще готова идти в долину? Непринужденно спросил Хань Ли. Фиолетовая духовная фея спокойно ответила с улыбкой на лице: если брат Хань хочет войти в долину, я готова рискнуть. Хань Ли уставился на фиолетовую духовную фею и сказал: поскольку ты все решила, я не стану переубеждать тебя. Но прежде чем мы войдем в долину, я должен прояснить несколько моментов. Фиолетовая духовная фея спокойно ответила: если у брата Хань есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйся говорить об этом. Прежде всего я должен узнать, насколько верна информация о фрукте духовного роста, с серьезным выражением на лице проговорил Хань Ли. Я бы не хотел входить в долину, чтобы меня постигло разочарование. Надеюсь, ты смогла проверить эту информацию. Фиолетовая духовная фея была готова к такому вопросу и тут же достала нефритовую пластинку, а затем передала ее Хань Ли. Информация о фрукте духовного роста верна. Культиватор зарождающейся души из секты духовного призрака, которому удалось покинуть долину падения демонов, рассказал о его существовании. Иначе зачем еще старейшинам секты духовного призрака стараться изо всех сил поддерживать слухи об опасности долины падения демонов? Хань Ли взял нефритовую пластинку и просмотрел ее, погрузив свое духовное чутье. Мгновение спустя он отозвал свое духовное чутье и с каменным выражением на лице вернул пластинку. Хань Ли нахмурился и в нерешительности проговорил: согласно сказанному, фрукт духовного роста действительно существует. Тем не менее, он расположен в глубине долины падения демонов, и его точное местоположение неизвестно. С такой информацией будет трудно найти фрукт духовного роста. Фиолетовая духовная фея попыталась объяснить Хань Ли, будто опасаясь, что он передумает, поскольку старейшина секты духовного призрака случайно наткнулся на фрукт духовного роста после проявления своей зарождающейся души, он не смог вспомнить его точное местонахождение. Однако он также отметил несколько примечательных фактов об этом. Так что найти его не должно быть большой проблемой. Вспомнив детали внутри нефритовой пластинки, Хань Ли задумался, взвешивая потенциальные риски и выгоды. Мгновение спустя Хань Ли поднял голову и спокойно спросил: даже если мы найдем фрукт духовного роста, неужели нам не нужно его усовершенствовать в долине, потому что он быстро потеряет свою лекарственную силу? Ты подготовила дополнительные ингредиенты для изготовления таблеток. Фиолетовая духовная фея была в восторге от его ответа, но быстро подавила свое волнение, спокойно проговорив: дополнительные ингредиенты для изготовления таблетки природной энергии было нелегко найти, но мне удалось собрать их все за последние несколько лет. Как только мы получим фрукт духовного роста, и если удача будет на нашей стороне, не должно быть проблем с изготовлением таблеток. Лицо Хань Ли стало мрачным, но он безэмоционально проговорил: раз так, я готов попытаться. Но, госпожа фиолетовая духовная фея, ты должна знать об опасностях долины падения демонов. Я приложу все усилия, чтобы защитить тебя внутри, но предупреждаю, что если я столкнусь с опасностью, которой даже я не смогу противостоять, ты должна быть готова защитить себя сама. Конечно. Если что-то такое случится, я не стану для брата Хань обузой. Кроме того, я уверена в том, что смогу выжить, без колебаний ответила, на ее лице появилась решительность. Выражение лица Хань Ли смягчилось, поскольку он рад был слышать это. Могли бы вы трое узнать, как секта духовного призрака собирается войти в долину? По прибытии я слышал, что они выпустили медальоны для вхождения в долину падения демонов, чтобы ограничить число людей, которые могут войти в долину. Мне кажется это странным. Обычно нет разницы, сколько культиваторов войдут в долину. Однако, очевидно, существует ограничение на количество людей, которые могут войти. В противном случае секта духовного призрака определенно бы воспользовалась этой возможностью, поскольку они продают каждый медальон за несколько десятков тысяч духовных камней. После минуты удивления фиолетовая духовная фея улыбнулась и сказала: как и ожидалось, брат Хань весьма проницателен. Ты все точно подметил. Хотя Мэйнин и мне не удалось понять специфику их техники входа в долину, нам удалось выяснить из нашего источника, ученика секты духовного призрака, что эта техника требует силы многих учеников секты, а также большое количество духовных камней для входа в долину в определенное время. Кажется, что число людей, которые могут войти в долину, ограничено. Независимо от техники входа в долину, наша секта дрейфующего облака получила 3 медальона для входа в долину падения дьявола. Когда я вернулся в секту, мне вручили один.
Для меня не должно быть проблем с входом в долину, но то, насколько мы углубимся в нее, это другое дело. У меня нет уверенности в том, что мы сможем это сделать безопасно. Я верю, что большинство культиваторов останется во внешней части долины в поисках сокровища. Только культиваторы на стадии зарождающейся души продвинутся дальше. Естественно, будут культиваторы формирования ядра, которые захотят сразиться за сокровища, но их не должно быть слишком много. Госпожа Фиолетовая Духовная Фея, во внешней части долины для тебя не будет опасностей, с которыми ты бы не справилась сама. Но когда мы войдем во внутреннюю долину, глаза Хань Ли мелькнули странным светом, и он продолжил говорить с ней посредством передачи голоса. Женщина-культиватор Сун и Мэй Нин не проявили недовольства при виде этого. Учитывая огромную опасность, они должны были быть более осторожными. Когда Хань Ли закончил говорить, Фиолетовая Духовная Фея немного помедлила, а затем кивнула. Все так, как говорит брат Хань. Тогда увидимся снова в долине падения демонов. Ах, да, боевая племянница Сун, я слышал от учеников секты, что старший боевой брат Чен уже прибыл. Ты знаешь, где он? Женщина-культиватор Сун немного помялась, а потом ответила: не знаю. Старший боевой дядя Чен прибыл сюда с группой своих близких друзей. Я еще не видела его. Вот как. Похоже, старший боевой брат Чен хочет войти в долину до того, как он достигнет предела своей жизни, пробормотал Хань Ли себе под нос. Немного помолчав, он нахмурился и спросил: я также слышал, что кто-то из Маулани тоже войдет в долину падения демонов. Это правда. Ты что-нибудь знаешь об этом? Словно чувствуя беспокойство по этому поводу, Сун ответила: да, я тоже слышал об этом, но ничего конкретного. Так что я не знаю, правда ли это. Хань Ли себя по подбородку и больше ничего не сказал. Мгновение спустя выражение его лица слегка изменилось, и он попрощался с ними. После его ухода женщины переглянулись между собой. В чем дело? Почему брат Хань так быстро ушел? Глаза Фиолетовой Духовной Феи вспыхнули от недоумения. Мэй Нин нахмурилась, выглядя слегка разочарованной. Я не знаю, но, кажется, у старшего Хань есть другие дела. Сун взглянула на дверь комнаты, что-то бормоча про себя. В этот момент Хань Ли спокойно прогуливался по отдаленной улице, но на самом деле он мысленно ругался: ты пытался напугать меня. В его голове раздался голос старика: хе-хе. Я слышал, что девушка по имени Фиолетовая Духовная Фея невероятно красива. Неудивительно, что у тебя в голове все мысли перемешались. Хань Ли фыркнул и сердито продолжил: не говори мне, что ты забыл, как повлиял на эмоции моей второй зарождающейся души, используя искусство 7 искушений. Ты можешь чувствовать, что хочешь, но не вовлекай меня в это. В конце концов, моя вторая зарождающаяся душа связана с моим сознанием. Кроме того, ты еще не видел истинный облик Фиолетовой Духовной Феи. То, как она выглядит сейчас, не сможет с этим сравниться. А твоя наложница в прошлом, Жуинь, считалась красоткой, которой не было равных в этом мире. Как ты мог потерять самообладание из-за такой женщины? Ты хочешь меня обмануть? Изначально я думал использовать искусство 7 искушений, чтобы справиться с твоей первичной душой, но кто бы мог подумать, что культиватор на ранней стадии зарождающейся души будет обладать второй душой и будет способен противостоять мне. Иначе как бы я дошел до этого? Хотя искусство 7 искушений не может контролировать сознание культиватора, оно все же может контролировать их эмоции. Оно также может ослабить желание сражаться и решимость убивать. А эта девушка, хотя использует технику, чтобы скрыть свою настоящую внешность, я могу ее видеть с помощью своего духовного чутья. Говоря это, к концу голос старика замедлился, будто он был обижен. Даже если твое искусство 7 искушений было бы более мощным, тебе бы не удалось сбить меня с толку. Хотя я и делюсь некоторыми ощущениями со своей второй зарождающейся душой, твое искусство 7 искушений для меня не более, чем небольшое препятствие. Однако я совершенно не ожидал, что основатель школы Тысячи Бамбуков и создатель техники великого развития, монарх расщепления души, выжил, овладев марионеткой. Если бы не твое невероятно сильное духовное чувство и знание полной техники великого развития, я бы не поверил. Но неважно, случайно ли ты взбудоражил мои эмоции в отношении женщины снова, не обвиняй меня в том, что я больше не буду с тобой вежлив. Тон Хань Ли в конце стал резким. Старик фыркнул и сказал: «Малыш Хань, ты должен знать, что даже с помощью духовного дерева моя душа просуществует всего несколько десятков лет, прежде чем исчезнет. Если бы не тот факт, что я поместил свою душу в куклы, я бы с радостью скончался и перевоплотился. Проведя бесчисленные годы в безмятежной марионетке, я почувствовал, что прожил достаточно долго. Если бы ты не видел женщин так долго, как я, ты вел себя так же». Услышав его, Хань Ли потер нос и почувствовал, как сильно болит его голова. Истинное тело старого эксцентрика было фактически спрятано в трубке за его спиной.
Хань Ли договорился с ним, что тот обучит его 3 последним слоям техники великого развития и покажет несколько мощных марионеточных техник, записи о которых не сохранились. В противном случае Хань Ли бы просто убил его. Но больше всего Хань Ли раздражало непостижимо сильное духовное чутье старика. Даже в таком беззащитном состоянии Хань Ли не мог использовать на нем технику поиска души. Скорее, этот старый эксцентрик бы получил возможность контролировать душу Хань Ли, отпугивая его пробовать эту технику снова. Столкнувшись с монархом расщепления души, эксцентриком, который прожил более 10 тысяч лет, Хань Ли чувствовал себя совершенно бессильным. Глава 799. Техника присоединения души. Хань Ли на мгновение остановился и спросил: «Старый эксцентрик, когда ты овладел телом марионетки, ты не думал о том, чтобы извлечь из нее первичную душу? С твоими способностями это было бы нетрудно сделать. Думаешь, что техника присоединения души так проста в использовании? В прошлом, когда я был живым великим гением, я занимался многими вещами. Я не только создал секретную технику для укрепления духовного чутья, но также основал школу 1000 бамбуков и исследовал давно исчезнувшие марионеточные техники Небесного Южного региона. Я занимался этим большую часть своей жизни, не говоря уже о собственной культивации. В конце концов, я достигнул поздней стадии зарождающейся души, и в этом регионе мне не было равных. Тебе не было равных в этом регионе». На лице Хань Ли появилось странное выражение. «А ты думал, я только языком трепать умею?» Когда уровень моей культивации достиг таких высот, я бросил вызов известным культиваторам, но я всегда недооценивал свой успех. В результате о моей репутации и силе знали всего несколько культиваторов. Не говоря уже о других землях, культиваторы номер 1 Небесного Южного региона Праведного Даа и Дьявольского Даа в то время были побеждены мной. Они даже были готовы передать мне Дальний Запад и отказаться от своих сил. Ты действительно думал, что культиваторы Небесного Южного региона остались бы стоять в стороне? Даже если тогда на Дальнем Западе не хватало даже большего количества ресурсов, чем сейчас, и земли хватало только для 2 стран, этого все же достаточно, чтобы поддержать множество сект, с гордостью проговорил монарх расщепления души. «Дальний Запад — это то, за что ты сражался?» — спросил Хань Ли. Старик продолжил с еще большей гордостью. «Не только это, но я заставил 2 ведущих фигур Праведного Даа и Дьявольского Даа принести ядовитую клятву. В течение 10 тысяч лет их ученики и предки не вступят в Дальний Запад». Неужели, что кто-то с их статусом согласился на это? Хань Ли криво улыбнулся, не веря ему. В противном случае я бы явно истребил их учеников и потомков. Ты думаешь, что такой добросердечный? Если бы они хотели победить меня количеством, то 1000 моих марионеток отразили бы их атаку. Однако удивительно, что ни Дьявольская Даа, ни Праведный Даа до сих пор не вторгались на Дальний Запад. Неужели они до сих пор подчиняются приказам своих предков? Монарх расщепления души казался несколько сбитым с толку. Хань Ли замолчал. Старый эксцентрик не просто кидал на ветер громкие слова. Даже если он преувеличивал о прошлом, с 1000 марионеток, которыми обладала школа 1000 бамбуков, нужно было считаться, даже если бы они были только на стадии заложения фундамента. Однако клятва Праведного и Дьявольского Даа не была фактической причиной, по которой они не решились покорить Дальний Запад. Он был расположен слишком далеко, а количество ресурсов там было скудным. Они просто не были заинтересованы в нем. Хань Ли не стал размышлять об этом слишком много, поскольку это не имело к нему никакого отношения. Размышляя об этом, он услышал вздох старика. Как только я закончил это и поверил, что стою на вершине мира культивации, я обнаружил, что совершил роковую ошибку. Моя продолжительность жизни сократилась, а мой уровень культивации остановился на поздней стадии зарождающейся души. Хотя мои способности были поразительны, у меня оставалось всего лишь 200 лет времени, а этого было недостаточно для того, чтобы прорваться к стадии божественной трансформации. Если бы я с самого начала не отвлекался на марионеточные техники, а занимался своей культивацией, у меня был бы реальный шанс войти в стадию божественной трансформации и вознестись в область духов. Вместо этого я застрял в ловушке этого марионеточного тела на десятки тысяч лет. Монарх расщепления души проговорил таким угрюмым тоном, как будто его унизили. Услышав это, Хань Ли стиснул зубы и закатил глаза. Он даже почувствовал оттенок зависти. Обычным культиваторам было бы крайне трудно даже войти в стадию формирования ядра, не говоря уже о стадии зарождающейся души. Этот старик говорил о том, что мог бы войти в стадию божественной трансформации, будто для этого было обычным делом. Если его слова были правдой, то он был бы божественным существом, гением культивации, который встречался раз в 10 тысяч лет. Когда я понял, что у меня больше нет надежды войти в стадию божественной трансформации, я не хотел беспомощно ждать, пока приблизится моя смерть. Говорят, что душа бессмертна и перевоплощается в другую жизнь.
Но разве это буду я, если у меня не будет воспоминаний из прошлой жизни? Я стал бы совершенно другим человеком. В будущем мире я могу быть простым смертным без духовных корней. Шансы стать культиватором чрезвычайно малы. С этим страхом в моем сердце я потратил оставшиеся 200 лет жизни, трудясь над тем, чтобы создать способ продлить свою жизнь или сохранить свои воспоминания после реинкарнации. В результате мне много раз не удавалось создать технику присоединения души, используя за основу технику великого развития. Это была секретная техника, никому прежде неизвестная. Сказав это, старик холодно рассмеялся. Хань Ли таинственно улыбнулся и сказал: «Ты отказался от большей части своей культивации, чтобы поместить свое сознание в марионетку. В результате ты стал живым трупом примерно на 10 тысяч лет. Разве ты не понимаешь? Из-за нехватки времени я смог завершить техник присоединения души только наполовину. Но у меня не было другого выбора, кроме как использовать ей, поэтому я сейчас такой. Присоединившись к этой марионетке, я не думал, что уровень моей культивации исчезнет. О проявлении моей зарождающейся души не могло быть речи. Секретную комнату, в которой я находился, охраняли мощные ограничительные заклинания и более 100 марионеток. Без тела или магической силы я не смог бы контролировать их, даже если бы мне удалось разрушить ограничительные заклинания. Поскольку я боялся возмездия со стороны своих врагов, я никому не рассказал о секретной комнате, а мои ученики были только на стадии формирования ядра и не могли найти меня, оставив меня там на 10 тысяч лет. Если бы не мое марионеточное тело и множество духовных камней, которые я хранил в этой секретной комнате, я бы давно погиб. Ближе к концу голос старика стал ледяным. Хань Ли нахмурился и задумался, но вскоре выражение его лица изменилось, и он спросил: «Старый эксцентрик, почему ты сегодня так разговорчив? Раньше, когда я расспрашивал тебя о прошлом, ты не отвечал на мои вопросы, а сейчас делишься такими подробностями». Старик фыркнул и сердито ответил: «Кто сказал, что я не собираюсь разговаривать с тобой? Ты культивируешь технику великого развития, так что тебя можно считать своего рода моим учеником. Кроме того, если бы ты не нашел секретную комнату в школе 1000 бамбуков, моя душа вскоре бы рассеялась бы. В конце концов, техника присоединения души — неестественный способ продления жизни. Даже если бы марионеточное тело не смогло просуществовать 10 тысяч лет, моя душа сгорела бы, поскольку ей бы не хватало питания от настоящего тела. Я не ожидал, что ты окажешься настолько умен и заметишь, что мое тело отличается от других марионеток. Ты атаковал меня первым и чуть не убил. Это я первым начал атаку? Это ведь ты попытался атаковать меня своей ничтожной техникой искусства 7 искушений, в противном случае я бы не стал тебя трогать. Однако ты установил связь с моей второй зарождающейся душой и больше не смог действовать из страха перед последствиями. Это правда, что ты можешь свести мою вторую зарождающуюся душу с ума с помощью искусства 7 искушений, но я также могу заставить свою основную зарождающуюся душу использовать технику ассимиляции, чтобы убрать тебя из моей второй зарождающейся души. Откуда я мог знать, что у такой юнец смог сконденсировать вторую зарождающуюся душу? Ты должен знать, что в то время я мог использовать только свое духовное чутье, поскольку я не мог использовать какую-либо магическую силу. Кроме того, я напал на тебя, только чтобы спасти свою жизнь. Старик считал, что не сделал ничего плохого, поэтому говорил праведным тоном. В этот момент Хань Ли замолчал, не желая продолжать разговор. Немного помолчав, старик сказал насмешливым тоном: «Хорошо, давай сейчас прервем разговор. Я не ожидал, что у тебя будет сокровище из духовного дерева. Я бы погиб, самое большее, через год, даже если бы я тебя схватил. Ты спас меня». Хань Ли внезапно остановился и тихо сказал: «Я позволил тебе использовать духовное дерево, потому что ты согласился научить меня последним 3 слоям техники великого развития, не говоря уже о моем интересе к твоим марионеточным конструкциям. В конце концов, ты провел последние 10 тысяч лет в секретной комнате с ними. Поскольку я культивирую технику великого развития, я не могу позволить, чтобы эти кукольные проекты пропали даром. Между нами чисто деловые отношения». Старик заревел со смеху из глубины сознания Хань Ли. «Малыш Хань, ты мне нравишься все больше и больше. В прошлом я относился к обману с презрением. Если бы не тот факт, что твои способности слишком бедны, и ты не способен культивировать мое искусство, я бы взял тебя в ученики и передал тебе свои знания». Хань Ли удивленно остановился, а затем слегка улыбнулся. «На самом деле у меня сейчас много техник, хотя я полон решимости, таланта мне все же не хватает. Даже если бы ты дал мне искусство культивации, которое было в 100 раз лучше, чем у меня сейчас, я не смог бы отвлечься, чтобы культивировать его. Однако мне очень интересны твои секретные техники». Старик небрежно сказал: «Секретные техники? Ты будешь разочарован. Все мои секретные техники связаны с моим основным искусством культивации. Если ты не будешь культивировать его, то не сможешь использовать ни одну из моих секретных техник».
Хань Ли был несколько разочарован, но он сменил тему и сказал: «Тогда давай оставим это. Я уже очень доволен тем, что смогу культивировать технику великого развития и получить схему марионеток. Мое путешествие не прошло даром. Однако меня смущает, почему ты не передал своим ученикам истинные последние 3 слоя техники, а вместо этого дали им ложные, но, казалось бы, истинные заклинания». Старик щелкнул языком и сказал: «Мои ученики? За прошедшие сотни лет ни один из них не смог войти в стадию зарождающейся души и принять мое наследие. Если бы я дал им истинные последние 3 слоя техники великого развития, это только навлекло бы на них бедствие. И судя по тому, что, хотя ты не являешься учеником школы Тысячи Бамбуков, ты смог получить первые 3 уровня техники великого развития, я был прав». Глава 800. Область древнего демона. Взгляд Хань Ли дрогнул, но он равнодушно сказал: «Техника великого развития — это не то, за что я боролся на Дальнем Западе». Было еще кое-что. Монарх расщепления души ответил: «Расслабься. Нынешняя школа Тысячи Бамбуков больше не контролируется линией моих личных учеников. Даже если ты что-то украл, я бы не возражал. Если это не влияет на наше соглашение, ты можешь думать так, как тебе угодно», затем Хань Ли нерешительно добавил: «Но я должен спросить тебя, ты действительно не способен снять проклятую печать души? Я не могу это сделать, учитывая ограничения моей жизни. В противном случае было неважно, насколько сильно проклятие, я бы смог с ним справиться», с презрением ответил старик. Хотя Хань Ли ожидал такого ответа, он все равно чувствовал разочарование и боль в сердце. Однако он проговорил со спокойным выражением на лице: «Раз ты не можешь снять проклятие, мне остается только отправиться в долину падения демонов». Старик, молчавший до этого момента, вдруг сказал: «Малыш Хань, отправиться в долину падения демонов — не самое твое мудрое решение. Я тоже планировал войти туда, когда моя продолжительность жизни стала приближаться к концу, но все изменилось, как только я обнаружил технику присоединения души. Тем не менее, я провел должное исследование. Ты действительно думаешь, что сможешь благополучно покинуть долину только потому, что одному или 2 дуракам удалось оттуда вернуться живыми? Не говоря уже о древних ограничительных заклинаниях, пространственные щели невообразимо страшны. Иногда они...» Старик вдруг затих на этом месте. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он спросил: «Они что, пространственные щели иногда открывают пути в другие миры и высвобождают демонических и дьявольских монстров? При встрече с ними тебе стоит надеяться на чудо. Открывают путь в другие миры. Что это значит?» С тревогой спросил Хань Ли. «Помимо области духов, области бессмертных и подземного мира, существуют другие миры», старик спокойно ответил. «В прошлом я приобрел древнюю книгу, в которой упоминалось о других мирах. Область бессмертных не имеет никакого отношения к нашему миру смертных. Область духов и подземный мир стоят на более высокой плоскости, чем наш мир, но их нелегко преодолеть. В них полно злых демонов и призраков, но они не могут прийти в наш мир по собственному желанию. Они напоминают высших демонов нашего мира времен древности. Если у них появится возможность попасть в наш мир, они с удовольствием воспользуются ей. Некоторые высшие демоны нам известны. Даже если они отправят несколько двойников в наш мир, они будут ужасающими. На данный момент ты не сможешь с ними справиться. Высшие демоны. Я никогда не слышал о них раньше», — удивился Хань Ли. «Трудно сказать, на что они похожи. Они не похожи ни на нас, людей, ни на демонических зверей. Они могут принимать множество форм. В древние времена говорили, что когда-то был проход между областью высших демонов и нашим миром. Тогда высшие демоны сеяли хаос в человеческом мире. Древние культиваторы сражались с ними бесчисленное количество лет. В конце концов, культиваторам удалось убить демонов, используя численное преимущество. Однако множество людей и духовных зверей погибло на той войне, что привело к исчезновению многих древних техник. Это было во многом связано с упадком древних культиваторов, торжественным тоном проговорил монарх расщепления души. Древние культиваторы сражались с этими высшими демонами. Выражение лица Хань Ли сильно изменилось. Хань Ли догадывался о том, насколько грозными были древние культиваторы благодаря техникам и магическим сокровищам, что дошли до нынешнего времени. Судя по тону старого эксцентрика, древние демоны были на целый уровень выше древних культиваторов. Это удивило Хань Ли. Не только это, но и несколько культиваторов дьявольского Даа, которые культивировали древнее дьявольское искусство, закрепили свои силы, открыв существование области высших демонов. Они создали техники, которые были похожи на способности высших демонов, и даже использовали секретные методы, чтобы разделить границы мира для использования дьявольской ци высших демонов, значительно увеличивая их собственные способности. Хотя эти дьявольские техники очень мощные, если их культивировать до самого пика, культиватор не сможет войти в область духов.
Вместо этого они отправляются в область высших демонов и становятся одними из них. Хотя все это только легенды, и проверить это невозможно. Множество культиваторов дьявольского дая жаждут этой свирепой силы и готовы рисковать, культивируя дьявольские искусства. В конце концов, вход в область высших демонов возможен только на стадии божественной трансформации. Большинство культиваторов даже представить себе это не могут. Конечно, шансы на то, что пространственные щели в долине падения демонов откроют портал в другие миры, очень малы. Возможно, все пройдет гладко, и это только мой беспочвенный страх. Хань Ли неожиданно вспомнил несколько примеров искусства демонической трансформации, которые он видел в прошлом, а также несколько странных силуэтов. Он почувствовал, как у него кровь застыла в жилах от того, что слова старика были правдой. Немного подумав, Хань Ли озадаченно спросил: если высшие демоны действительно могли проходить сквозь пространственную щель в долине падения демонов, то почему небесный южный регион в прошлом не накрыло хаосом? Старик холодно рассмеялся и сказал: что ты имеешь в виду? Пространственные щели не являются настоящим порталом в другой мир. Через них способны пройти только воплощения или демоны более низкого ранга. Но поскольку уровень их культивации недостаточно велик, они не могут противостоять ограничениям нашего мира и остаются здесь надолго. Но прежде чем они вернутся, у них будет более чем достаточно времени, чтобы замучить культиваторов в долине падения демонов. Значит, проникать могут только демоны низкого ранга и остаются лишь на небольшой промежуток времени. Суровое выражение на лице Хань Ли смягчилось, и он вздохнул с облегчением. Это все напоминало, как маулани использовали древнюю лампу, чтобы призвать свою священную птицу. Малыш Хань, ты рано радуешься. Хотя это только предположение, высшие демоны, которые действительно появляются в долине, могут быть слабее их сородичей, но их способности и техники ужасны. Даже если культиватор будет с равной им культивацией, ему все равно не выжить. Хань Ли напряженно нахмурился и глубоко вздохнул, а затем спокойно спросил: откуда ты знаешь об этом, если ты сам не был в долине? Может, ты пытаешься меня запугать, хотя сам я не был в долине, но там были несколько моих хороших друзей. Удача оказалась не на их стороне, как только они вошли в долину. Они встретили высшего демона, оставив только одного из них живым, чтобы рассказать историю. Они были такими же, как я, чрезвычайно могущественными культиваторами, чья слава гремела по всему небесному южному региону. Этого достаточно, чтобы верить моим словам. Если ты все еще хочешь войти в долину падения демонов, тебе лучше быть готовым постоять за себя. Вот заклинание 5-го уровня для техники великого развития и 2 кукольных проекта на стадии заложения фундамента, часть нашего договора. Как только он это сказал, из бамбуковой трубочки вылетела белая нефритовая пластинка, которая упала прямо в руки Хань Ли. Я решил, что старший забыл об этом, хотя Хань Ли все еще размышлял о высших демонах, он пришел в восторг при виде этой пластинки. Он схватил ее и сразу же погрузил в духовное чутье. Вот тебе моя марионетка, теперь я должен подпитать свою душу. Удачно, что у тебя есть небесная бочка. Если у тебя больше нет вопросов, не беспокой меня, лениво проговорил старик и затих. После того, как Хань Ли закончил просматривать нефритовую пластинку, он с сомнением взглянул на бамбуковую трубочку за собой. Он знал, что старик все еще что-то скрывает, но ничего не мог с этим поделать. Что касается небесной бочки, то это было название бамбуковой трубочки, которую Хань Ли носил на спине. Хотя бамбуковая трубочка внешне выглядела совершенно обычно, она была настоящим пространственным сокровищем и скрывала марионеточное тело монарха расщепления души. В противном случае Хань Ли оставил бы его в сумке для хранения вместо того, чтобы носить его на спине. Через некоторое время Хань Ли убрал нефритовую пластинку и метнулся в небо, покинув город в виде полоски лазурного света. К этому времени уже стемнело, и Хань Ли остановился над лесом недалеко от города, спустившись возле огромного дерева. Казалось, там было что-то еще. Это была гигантская голова с растрепанными волосами. Если бы смертные увидели ее, они бы немедленно убежали от страха. Но внимательно присмотревшись, можно было обнаружить, что все ее тело было похоронено в земле. У головы были длинные темно-зеленые волосы, закрывающие лицо. Когда Хань Ли приблизился к нему, зеленый гигант что-то почувствовал и начал шевелиться, открывая свои жуткие зеленые глаза. Увидев перед собой Хань Ли, свет в глазах гиганта померк, а на лице отобразилась покорность. Хань Ли улыбнулся и сделал несколько шагов к нему, с любопытством обойдя вокруг. Неплохо, у него уже появилось простое сознание. Кажется, я смогу найти ему хорошее применение в долине падения демонов, радостно пробормотал Хань Ли. Вскоре после этого Хань Ли установил несколько ограничительных заклинаний в окрестностях, а затем сел со скрещенными ногами. Он не сразу стал медитировать, а сначала вынул из сумки для хранения желтый медальон с выгравированными словами «Секта Небесного Пика». Глаза Хань Ли блестели странным блеском в темноте.